Для истории 100 лет – это совсем крошечный промежуток времени. А вот для людей это огромный период. И казалось бы, что может измениться в людях всего лишь за 100 лет? Ведь для серьезных изменений нужно намного больше времени. Но, как показывает статистика, мы сегодняшние очень даже отличаемся от наших прабабушек и прадедушек. А хорошо это или плохо? Давайте разбираться. За последнее столетие люди существенно выросли. В среднем рост человека увеличился на 11 сантиметров. Ученые объясняют это тем, что улучшилось питание, качество медицинских услуг и увеличился доход населения. По утверждениям профессора экономики Тимоти Хаттона, рост – это первый признак улучшения здоровья людей. Самый высокий средний показатель роста мужчин в Нидерландах. Он составляет 185 сантиметров. В середине 20 века самой высокой нацией считались американцы. Их рост был в среднем 177 сантиметров. Но затем динамика роста в Штатах приостановилась. В постсоветском пространстве в середине прошлого столетия средний рост мужчин был 168 сантиметров. На сегодня этот показатель увеличился на 10 сантиметров. Антропологи и социологи сделали вывод, что в том поколении, в котором первый год жизни и все детство пришлось на благоприятное и спокойное время, будут показатели роста выше. Это связано с удовлетворением основных потребностей человека, таких как еда, одежда, отдых, медицинские услуги. В странах, в которых длительное время идут войны, которые страдают от болезней и голода, средний показатель роста уменьшился. Так, ученые с конца XIX века отмечали снижение роста среди населения Южной Африки. Это объясняется отсутствием качественной медицины и ухудшением уровня жизни на протяжении долгого времени. Вот все эти исследования говорят о мощной связи между поколениями, и чтобы ситуация изменилась, требуется около 5 поколений. Последние данные ученых говорят о том, что существует взаимосвязь между качеством жизни и ростом человека. Так люди с более высоким ростом воспринимаются влиятельными и умными людьми. Этот факт подтверждается тем, что по исследованиям 2009 года высокие люди в США зарабатывают больше денег. Мужчины стали женственнее. С конца 20 века и до сих пор продолжается феминизация мужчин во многих странах. А женщины становятся более мужественные. Мужчины стали намного больше времени уделять своему внешнему виду. Им стали свойственны самолюбование и нарциссизм. Поменялись и социальные роли. Женщины становятся все более независимыми и часто занимают главную роль в семье, нередко зарабатывают больше мужчин. А во многих семьях, где родители развелись, мальчики не видят пример отца и поэтому начинают перенимать поведение своей матери. В 21 веке ученые проводят множество исследований, согласно которым человек за прошедшие 100 лет серьезно эволюционировал. Но не все так хорошо, как казалось бы. Автоматизация, компьютеризация и технический прогресс привели к тому, что люди стали вести малоподвижный образ жизни. Современные люди стали меньше двигаться и меньше работать. Шестидневка превратилась в пятидневку. Рабочий день с 10-часового сократился до 8 часов. Все эти факторы привели к снижению рождаемости и изменению соотношения полов. На сегодня на 100 мужчин рождаются 116 женщин, в то время как в начале 20 века на 100 мужчин рождалось 99 женщин. Но несмотря на то, что люди существенно расширили свой кругозор и стали более грамотными, за последние 100 лет показатель IQ снизился в среднем на 14 пунктов. Но все же этот показатель не стоит считать объективным, ведь нормы IQ меняются каждое десятилетие. Можно лишь констатировать тот факт, что люди стали рассеяннее, и скорость реакции существенно снизилась. Также нам теперь нет необходимости запоминать много информации и держать ее в голове, ведь под рукой всегда интернет. Люди стали толще. С 70-х годов 20 века ученые проводили анализ динамики роста детей майя и их семей, которые проживали в США, Мексике и Гватемале. В США у детей рост увеличивался в среднем на 11 сантиметров, чем у их жен-сверстников в Мексике и Гватемале. Эти дети набирали больше веса и даже страдали от ожирения.
Во всем мире большее количество людей страдает от избыточного веса. Согласно данным 2013 года, почти 30% людей во всем мире имели лишний вес. Уже долгие годы ученые спорят о том, почему же люди становятся толще. Многие исследования говорят о том, что виной этому служит переедание и малая физическая активность. Но есть и такая теория, что ожирение может быть связано с генетикой и вирусами. Также ученые нашли прямую взаимосвязь ожирения с бедностью. Так, группа ученых полагает, что это связано с эпигенетикой. Поэтому, если ваша мама, бабушка или кто-то из родственников перенесли голод и войну, это может передаться следующим поколениям. Так, при наступлении хороших времен и стабильности тело будет пытаться сохранить энергию, что проявляется в виде отложения жира. Другая теория говорит о том, что сегодня мы имеем в избытке вредные продукты питания. Также люди стали толще из-за повышения уровня комфорта. Так, за последние 100 лет наш уровень жизни вырос в среднем в 15-25 раз, в то время как смертность уменьшилась вдвое. Люди стали больше потреблять мяса, рыбы, сахара и масла, и поэтому за последние 100 лет мы поправились примерно на 10-15 килограммов. Нынешние люди на 15% тяжелее своего предка 50 лет назад. Но при всем при этом мы стали слабее. Если в начале 20 века молодой парень с легкостью поднимал 50-килограммовый мешок, то сегодня его ровесник справится в лучшем случае лишь с 30 килограммами. Очень интересный вывод сделали американские ученые, установив, что в среднем на 5 килограммов в весе прибавляют те люди, которые для борьбы со стрессом используют медикаменты. Люди стали меньше спать. Из-за повышенной индустриализации, технического прогресса, прочих новшеств и изобретений, сегодня человек спит на 2-3 часа меньше нормы. Еще 100 лет назад люди спали в среднем положенных 8-9 часов, а сегодня 5-6 часов. Эти несколько часов недосыпания могут оказать серьезный вред на человечество в дальнейшем. Так, сингапурские исследователи доказали, что мозг человека начинает быстрее стареть из-за малого количества сна. Такой дефицит может негативно сказаться на здоровье следующих поколений. Современные люди стали жить дольше. По данным 2012 года, средняя продолжительность жизни человека составляет 70 лет. За последний век она увеличилась аж на 40 лет. Это напрямую связано с развитием медицины. Если мы исключим некачественное лечение и неточную диагностику, недостаток сна и движения, ужасную экологию, плохое питание, алкоголь, наркотики и курение, средняя продолжительность жизни может увеличиться на 50 лет. Сегодня люди все чаще умирают из-за сердечно-сосудистых заболеваний и рака, в то время как раньше человек чаще умирал из-за травм и инфекций. Сегодня продолжительность жизни все еще увеличивается, но намного меньшими темпами. Многие ученые полагают, что женщины, рожденные в 30-е годы 21-го столетия, будут жить в среднем до 85 лет. Все это напрямую связано с улучшением качества медицины, качества жизни и постоянным доступом к чистой воде. Смертность от инфекционных заболеваний снизилась, но люди стали умирать от других болезней – рак, болезни сердца, Альцгеймера, а некоторые аутоиммунные заболевания ученые связывают с улучшением гигиены. Это сахарный диабет и рассеянный склероз. В случае полного отсутствия или минимального количества микробов, даже самые безобидные из них при контакте с человеком могут нанести серьезный вред. Раннее половое созревание. Практически во всех странах, особенно южных, дети стали намного раньше созревать. Так, по последним данным, за 50 лет возраст половой зрелости у девочек существенно снизился. Также девочки, имеющие лишний вес, достигают половой зрелости раньше своих сверстниц. Все это может нанести вред здоровью. Ведь раннее созревание часто бывает связано с возможностью развития диабета и гипертонии в старшем возрасте. А в некоторых культурах половозрелая девочка считается готовой для вступления в брак, поэтому ее шансы на получение образования и дальнейшей карьеры существенно снижаются. Дальнейшая эволюция человечества. Существует вероятность того, что в будущем
Развитие человека будет связано с генной инженерией. Современные нанотехнологии, бионические импланты и новейшие препараты смогут еще больше увеличить продолжительность жизни человека. Некоторые ученые уже сегодня говорят о возможном бессмертии человека в ближайшие 30 лет. Сегодня это, конечно же, звучит как фантастика, но многие прогнозы прошлого уже стали реальностью. Как видите, люди 21 века существенно отличаются от своих предков 100 лет назад. Даже не стоит брать так далеко. Каждое поколение будет отличаться, иметь свои особенности и отличия даже от своих родителей. Все, что нас окружает, имеет непосредственное влияние на развитие и жизнь. Это и уровень медицины, и уровень доходов, и жизни в целом, состояние экологии и вредной привычки. Каждый из нас может продлить и улучшить свою жизнь хоть ненадолго и наполнить ее яркими красками и приятными моментами. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!